Здравия всем, на связи Владислав, вы на канале «Все об общем, все как есть». В этом выпуске. Президент Николас Мадуро возглавил делегацию Венесуэлы на Олимпийские и Паралимпийские игры Токио 2020. Разработчик венесуэльской криптовалюты El Petro заявил, что его использовали. Как протекает вакцинация в Венесуэле и какие открылись возможности и инвестиции? А теперь все по порядку. Президент республики Николас Мадуро в четверг, 17 июня, провел церемонию вручения флага для венесуэльской делегации, которая примет участие в Олимпийских и Паралимпийских играх Токио 2020. Отвезите флаг Венесуэлы в Токио с любовью и достоинством и принесите с ней победу оттуда, сказал национальный президент из дворца Мирафлорес в присутствии 38 спортсменов, квалифицированных на олимпийскую встречу в Японии. Национальный триколор был символически вручен спортсменам Карен Леон и Налее Корбай, представляющим олимпийскую сборную по дзюдо, а также спортсменам-паралимпийцам Есвелис Вера из национальной сборной по легкой атлетике и Абрахам Хесус Ортега. Николас Мадуро сказал: «Получите трехцветный флаг Венесуэлы, чтобы доставить его туда на Олимпийский стадион в Токио. И весь мир пусть увидит его цвет желтый, синий и красный. Этот прекрасный флаг, нарисованный нашим великим освободителем Франциско де Мирандой в 1806 году». Глава государства подчеркнул, что триколор нес освободитель Симон Боливар вместе с народами, которые пересекли Парома де Писба, чтобы сражаться в битве при Баяке и освободить территорию, которая сейчас является Колумбией, потому что Колумбия свободна благодаря Симону Боливару. Президент также попросил спортсменов быть готовым ко всему, сосредоточиться на своей физической и психологической подготовке. Также сообщил, что олимпийская делегация должна будет вакцинироваться. Криптовалютная революция в Венесуэле, пытавшаяся победить гиперинфляцию, стала провалом и разочарованием. Наверное, всем известно, что в Венесуэле существует официальная и легитимная криптовалюта, называемая El Petro. Такой шаг требовался, поскольку официальная валюта Венесуэлы, боливары, в течение многих лет резко начала падать. Как правительство, так и создатели криптовалюты пытались остановить инфляцию с помощью цифровых токенов. Для простых венесуэльцев криптобум также означал восстановление экономики страны. Возвращение в свою родную страну Венесуэлу стало невозможным для Габриэля Хименеса, 31-летнего программиста, который уже 2 года живет в изгнании в Соединенных Штатах. Криптовалюта El Petro предназначена для обхода заведомо высокой инфляции Венесуэлы. Социалистические политики, правящие Венесуэлой, не имеют решения для нашей страны, сказал он для Deutsche Welle. 3 года назад Габриэль имел свой стартап для реализации новой валюты на базе блокчейн, чтобы переломить гиперинфляцию. И это было до того, как правительство левого движения обратилось к нему о создании цифровой монеты. Хименес был частью антиправительственного движения Венесуэлы и принимал участие в нескольких уличных протестах. В то время экономика богатой нефтью южноамериканской страны уже была пошатана. Хименес увидел возможность изменить свою страну изнутри. Для него цифровая валюта, такая как биткоин, была воплощением свободы. Нет центрального контроля, полная прозрачность, противоположность того, что искало венесуэльское правительство. Несмотря на противоположные взгляды программиста и правительства Венесуэлы, Хименес все же способствовал созданию и реализации проекта El Petro. Вскоре изменились начатые предпосылки самого проекта. Венесуэльская криптовалюта стала обеспечена запасами нефти. Тем самым Габриэль заявил, что токены El Petro, поддерживаемые нефтяными запасами, нарушают принципы биткоина и других криптовалют, ценность которых не зависит от природных ресурсов или государственных фиатных денег, а зависит только от законов математики. До и после запуска Petro в феврале 2018 года Хименес также неоднократно был вынужден менять так называемую белую бумагу токена, в которой указывалось, на какой блокчейн-платформе работает монета. В то время я был наивен, и мне все еще больно видеть, как правительство использует El Petro в качестве политического оружия, сказал он, добавив, что в конечном итоге он был вынужден бежать, чтобы избежать ареста и наказания.
Прежние отношения Хименеса с правительством Мадуро сделали его противоречивой фигурой, которая потеряла доверие в глобальном криптосообществе. И все же, по его словам, он по-прежнему полон решимости бороться с растущей инфляцией в своей стране, которая вынудила правительство только в марте выпустить банкноту в 1 миллион боливаров, стоимость около половины долларов США. По данным венесуэльского аналитического центра Экоаналитика, около 66% всех финансовых операций в стране уже осуществляются в валюте США. В то же время торговля криптовалютами, оплаченная венесуэльскими боливаром, стремительно растет, свидетельствуют данные платформы криптотрейдинга Local Bitcoins. Блокчейн-аналитики из нью-йоркской Chains Analysis также говорят, что криптотрейдеры из Венесуэлы являются одними из самых активных в мире, занимая место близкое США и России. Хосе Мальдонадо, журналист, пишущий для криптоновостной платформы Cointelegraph, говорит, что в некоторых крупных городах Венесуэлы, таких как Каракас, Маракайбо и Валенсия, можно даже расплачиваться с уличными торговцами цифровыми монетами. Эта тенденция также распространилась на традиционные магазины, на покупку стройматериалов, будь то мебель, одежда или продукты, практически все можно купить с помощью криптовалюты, сообщил он для Deutsche Welle, добавив, что венесуэльцы предпочитают в основном биткоины, эфир, Dash и EOS. Он отметил, что криптовалютная биржа Binance тем временем стала такой же известной, как крупнейший коммерческий банк страны Банко де Венесуэла. В Венесуэле началась массовая вакцинация. Огромные очереди собираются у пунктов вакцинирования, расширяя все больше желание у населения получить дозу. В основном большей частью страны прививаются китайской вакциной Sinopharm, хотя желание венесуэльцев больше клонится к российской Спутник Ви. По данным Reuters, Венесуэла с населением около 28 миллионов человек имеет 0,8% своего населения полностью вакцинированного. Южноамериканская страна получила около 3,5 миллионов вакцин Спутник Ви из России и Sinopharm из Китая. Обе из них имеют 2 дозы. Но неправительственная организация врачей из Венесуэлы заявила, что страна рискует увеличить количество коронавирусных инфекций, потому что в некоторых центрах вакцинации не хватает второй дозы для прививки. Выходит так, что незаконченное вакцинирование может реально грозить распространению заболевания, именуемым COVID-19. В интервью Николаса Мадуро для Bloomberg TV стало понятно, какие надежды возлагает глава правительства Венесуэлы после встречи Байдена, если такова произойдет. Мадуро надеется, что сделка по ослаблению санкций откроет шлюзы для иностранных инвестиций, создаст рабочие места и уменьшит страдания. Это может даже обеспечить страну как носителя факела чивизма. Венесуэла станет страной возможностей, говорит он. Я приглашаю американских инвесторов, чтобы они не отстали. Внезапный поворот кажется маловероятным. При широкой поддержке Конгресса администрация Трампа обвинила Венесуэлу в нарушениях прав человека, фальсификации выборов, торговле наркотиками, коррупции и валютных манипуляциях. Санкции, введенные в отношении Мадуро, его жены, десятков чиновников и государственных компаний, остаются в силе уже при новом президенте США, хотя политика Байдена по восстановлению демократии с помощью свободных и справедливых выборов заметно отличается от политики Трампа, хотя США по-прежнему считают Гуайдо законным лидером Венесуэлы. Несмотря на продолжительный трамповский курс США в отношении Венесуэлы, Мадуро, напротив, припустил свои радикальные меры и пошел навстречу демократическому воздействию. За последние недели он перевел 6 руководителей, 5 из которых граждане США, из тюрьмы под домашний арест. Предоставил политической оппозиции 2 из 5 мест в Совете, ответственные за национальные выборы, и разрешил Всемирной продовольственной программе въехать в страну. «Мы превратились бы в колонию, мы превратились бы в протекторат», говорит Николас Мадуро. Ни одна страна в мире, ни одна страна, и тем более Венесуэла, не готова встать на колени и передать свое наследие, добавил он. Реальность такова, что Мадуро уже был вынужден пойти на серьезные уступки. Под руководством вице-президента Делси Родригес и ее советника Патрисио Риверы, бывшего министра экономики Эквадора, он отменил контроль над ценами, сократил субсидии, снял ограничения на импорт, позволил боливару свободно плавать по отношению к доллару и даже принял закон полной гарантии для частных инвесторов. Ко всему прочему, миграционная служба Венесуэлы Сайме работает не в полную меру. Отдел по иностранным лицам как 3-ю неделю не запускают, и так после годовалого нефункционирования, отчего в немалом количестве просрочились визы и седы у иностранцев.
Но пока только остается ждать. С 24 по 25 июня в Венесуэле местами затапливало районы из-за проливных дождей. Сточные каналы не справлялись с большим потоком воды, от чего улицы, площади, метро и прочая инфраструктура были затоплены. Жертв среди граждан-иммигрантов нет. Благодарю за просмотр, подпишитесь на канал, жмите на колокольчик, ставьте лайки, пишите комментарии. С вами был Властислав, канал «Все об общем, все как есть».